Среди пустынных пейзажей юга Израиля возносит в небо свои небоскребы Беэр-Шева, оазис в пустыне Негев. Высокотехнологичный город с богатой и древней историей. Ее современная часть начинается в конце XIX века, но биография столицы юга насчитывает тысячелетия. Новые районы, хай-тек, и вон она пустыня. Да, действительно, город стоит прямо на границе с пустыней, и это одно из тех чудес, которыми так богат Израиль. Можно сказать, что случайностей, совпадений у нас не бывает, а вот для чудес место всегда есть. И Беэр-Шева – это город чудес. Скажи, пожалуйста, откуда название Беэр-Шева? Переводится с иврита двояко. Либо это 7 колодцев, Беэр – колодец, Шева – это 7, либо это колодец клятвы. Здесь, по преданию, которое записано в книге «Бытие», встретились Авраам и царь Мелхиседек и поклялись нишба в вечной дружбе друг с другом. И вот в качестве памяти об этой клятве якобы и был назван город Беэр-Шева, колодец клятвы. С тех библейских времен минули столетия, и в 1900 году османские власти приняли решение вновь выстроить здесь город, который должен был стать административным центром юга Эрец-Исраэль. Небольшой поселок стремительно разрастается, строятся новые здания. Планировкой занимаются лучшие немецкие архитекторы. Главный толчок к развитию города дает железная дорога. Конечно, очарование вот этих станций небольших железнодорожных вообще невероятное. Ну, я тебе хочу сказать, очарование очарованием, но железные дороги – это не только прогресс, это еще и огромный ущерб. Дело в том, что в Израиле, в то время принадлежавшем Турции, не было достаточно топлива для паровозов. И турки приказывали арабским шейхам рубить лес и пережигать уголь. Когда арабские шейхи поняли, что за каждую лишнюю тонну древесного угля им положено денежное вознаграждение, началось самое настоящее стахановское движение с подлозунгом «Даешь стране угля!». И практически весь зеленый массив современного Израиля был вырублен и пущен в топки паровозов. Кошмар. Паровозы еще долгое время оставались главными повелителями железных дорог Израиля. Один из них обрел вечный покой на старой железнодорожной станции Беэр-Шевы. Это не обычный паровоз, обрати внимание, у него есть свой личный номер – 70414. Да. Так вот, в 70-е годы именно про этот паровоз была написана песня. И была невероятно популярна. Там так и пелось: паровоз номер 70414 летит вдаль. Ну, что-то вроде «Наш паровоз вперед летит, кому не остановка». Во время Первой мировой войны бои за Беэр-Шеву стали поворотным пунктом, предопределившим ход истории на Ближнем Востоке. Память об этих событиях увековечена и в турецком мемориале, и на военном британском кладбище, которое расположено недалеко друг от друга. Сухая земля пустыни навсегда примирила некогда непримиримых врагов. Военные кладбища такие строгие всегда. Большое кладбище. Да, здесь похоронены солдаты, в первую очередь, корпуса, который назывался «Анзак», Австралия, Новая Зеландия, которые участвовали в боях за Беэр-Шеву в 1917 году. 139 воинов австралийской легкой кавалерии погибли во время боев за Беэр-Шеву в конце октября 17-го и нашли здесь свой вечный покой. Позже здесь перезахоранивали и других солдат, павших на полях Первой мировой. Ну и в дальнейшем англичане на протяжении всего мандата также пользовались этим кладбищем, захоранивая здесь своих солдат. Беэр-Шева 21 века – это широкие улицы, парки, скверы и много зелени. Когда гуляешь по современным районам, выросшим на безжизненной пустынной земле, не покидает ощущение чуда. Такой миниатюрный городской сквер. Да, действительно, это первый, если так можно сказать, общественный парк на территории Палестины. То есть существовали царские сады, существовали сады каких-то правителей, частные. А вот общественный парк впервые был построен именно турками в начале 20 века, в 1905 году. Ну, а позже, когда сюда пришли англичане, на месте, где стоял некогда источник, а здесь еще и был свой собственный родничок, они поставили замечательный памятник генералу Алленби. Кто в основном живет в Беэр-Шеве? Какое население? Ну, смотри, из 220 тысяч, по данным последней переписи, жителей Беэр-Шевы, порядка 87% – это еврейское население. Есть также арабы, есть бедуины, есть также выходцы из Советского Союза. Здесь, кстати, очень много. Порядка четверти населения Беэр-Шевы – это выходцы из бывшего СССР.
И если бывших сограждан встретить на улицах израильских городов ничуть не удивительно, то увидеть почти в самом центре современного мегаполиса такой библейский антураж можно, пожалуй, только в Беэр-Шеве. Слушай, нам надо перейти дорогу, но мы их сначала пропустим или первые Посмотри, пойдем? Пешеходы. Ну, давай мы все-таки попробуем перед ними Да? проскочить. Вот вы хорошие такие, Ой. мохнатые. Беэр-Шева – город, наверное, наиболее полно отражающий характер Израиля, который, словно птица Феникс, возродился из пепла и пустынной пыли и превратился в чудесную, полную жизни страну.